Всем привет! Сегодня коротко и по делу. Я сделал мини-фильм про дракона на бюджете около $10. И это мой ответ тем, кто говорит, что ИИ пока рандомный генератор мусора. Если вы скептик, отлично. Смотрите как продюсер. Сколько стоит, сколько времени, насколько это управляемо. И да, нас уже более 1200 человек. Маленькое, но очень крутое сообщество тех, кто не боится будущего. Спасибо, что вы здесь. Вы наверняка видели ролики Eric Does VFX. Эрик сильнейший мастер, представитель старой гвардии VFX. Он делал серию видео VFX за 10, 100 и $1000. Нанимал фрилансеров и сравнивал результаты со сценой, которую он собрал сам за 10 тысяч. И вывод у него звучал примерно так. И игрушка, она не дает контроля и качества, которые дает художник. Миллионы посмотрели и выдохнули. Фух, рабочие места в безопасности в нейросети просто хайп. А я смотрел и видел совсем другое. Я видел не тест ИИ, а тест дешевого человеческого труда. Это как доказывать превосходство паровоза над электрокаром, показывая детскую машинку на батарейках, которая еле едет. Фундаментальная ошибка такая. Сравнивали дешевого исполнителя с дорогим исполнителем, а слово ИИ прикрепил как ярлык. Но ИИ это не фрилансер за 10 баксов. ИИ это инструмент, который в руках режиссера может заменять целые департаменты. Локации, часть ассетов, часть композа, часть анимации, часть света. Не идеально, но настолько быстро, что меняется экономика. Я поставил себе задачу: без поездок в Исландию за кадрами гор, без аренды камеры за тысячи, без десятка лет в Гудине, за пару вечеров собрать короткий фильм, который ломает эту логику. Не идеальный, но честный, зрелищный и управляемый. И если в начале ролика вам кажется, ну да, красиво, но это случайность, досмотрите до пайплайна. Там все построено на повторяемости и итерациях, а не на удаче. Добро пожаловать в эпоху авторских блокбастеров. Айсберг расходов и проклятие профессионала. Давайте разберем те самые 10 тысяч, о которых говорит Эрик. На поверхности будто честная цена за качество, но если заглянуть за кулисы, там айсберг. Первое. Годы обучения. Эрик не просто сделал кадр, он потратил годы на свет, композицию, анатомию, софт. Его час дорогой, потому что путь к этому мастерству был долгим. Второе. Софт и железо. Лицензии, плагины, рендер, станции. В классическом пайплайне это не разовая покупка, это постоянный налог на профессию. Подписки, обновления, поддержка, инфраструктура. Третье. Производство. Реальные съемки часто означают оптику, свет, логистику, иногда людей. Если считать под ключ, индустриально похожая работа легко превращается не в 10, а в 30 или даже 50 тысяч. И вот ловушка. И профи становятся заложниками своей экспертизы. Они привыкли к тому, что хорошо это долго и дорого. Они меряют ценность кадра количеством пролитого пота. А зрителю в 2026 году все равно, сколько ночей вы выстраивали симуляцию дыма. Зрителю важны эмоции, ритм, визуал. Мой подход за $10 бьет сюда. Я не трачу недели на борьбу с интерфейсом. Я трачу время на выбор решения, на постановку, на смысл. И это ключевое. Экономия времени здесь превращается в качество, потому что вы успеваете перебрать варианты и не застреваете в одном. Чтобы не было иллюзий, $10 это не магия из воздуха и не бесплатно. Это про расходы на генерацию, кредиты, подписку в конкретных инструментах. Железо у меня обычное, без фермы. Время пару вечеров. Примерно так. Часть бюджета уходит на генерацию исходных кадров, часть на доработку деталей и несколько прогонов анимации. Плюс мелочи вроде апскейла. Я не скрываю это. В описании Toolkit я даю, где что тратится и какие настройки дают максимум качества на $1. И в этом суть. Я покупаю доступ к мощностям, внутри которых уже упакован коллективный опыт тысячи специалистов, как переход от ручного переписывания книг к печатному станку. Станок не пишет вместо автора, но делает автора в разы эффективнее. А значит, у автора появляется шанс делать вещи, которые раньше были не по карману. Технологический цех. Сидгрим, Nano Banana и Клинк. Теперь мясо. Как я сделал свой фильм про дракона. Это не один промпт «сделай красиво». Это конвейер, где каждый инструмент выполняет свою роль. И важный принцип. Роли важнее названий. Сначала вы строите мир, потом добавляете пару деталей, потом оживляете кадр. Этап первый. Архитектура мира. Я использовал Сидгрим.
Почему не любой генератор? Потому что мне нужна повторяемость. Одна ДНК мира на серию кадров. Единая палитра, угол света, фактура скал. Это мой препродакшн. Я не ищу локацию, я ее проектирую. Я фиксирую базовые параметры, чтобы следующий кадр не съезжал в другой фильм. Это сильно экономит нервы. Вы не воюете с моделью, вы строите систему. Этап второй. Детализация. Тут у меня нано-банана. В классическом VFX, чтобы кожа дракона выглядела живой, вы рисуете карты, настраиваете материалы, ковыряете отражение и микрорельеф. Это дни. Здесь я получаю очень плотную детализацию гораздо быстрее. И дальше уже я решаю, что оставлять, а что выкинуть. Иногда модель делает красиво, но неправильно. И это нормально. Вы ставите критерии. Нужны холодные тени? Нужны четкие блики на чешуе? Нужна грязь в швах? Вы докручиваете запрос и отбираете лучшее. Этап третий. Жизнь. Анимация в клинк. Эрик высмеивал ИИ за желе движения и отсутствие физики. И справедливо, если говорить о старых моделях. Но инструменты быстро взрослеют. У них стало заметно лучше с инерцией, массой, контактом. Это все еще не идеальная симуляция, но это уже не игрушка. Я делал десятки итераций, менял параметры движения, темп, вес, микродвижения, пока не добился ощущения, когда кадр выглядит киношно. Дыхание, паузы, тайминг, реакция на пространство. И да, финальная склейка — это тоже часть режиссуры. Монтаж, ритм и звук. Я не делаю вид, что нейросеть все сама. Я собираю сцену как клип, где пауза, где удар, где тишина перед появлением дракона. Даже самый красивый кадр проваливается, если у него нет темпа. И важный момент. Работа с ИИ — это не лень, это кураторство. Я не рисую каждый пиксель, но я выбираю один удачный вариант из множества и довожу его до сцены. Мой контроль режиссера, а не человека, который сутки крутит одну ручку. Пока кто-то неделю выстраивает один пролет камеры, я могу попробовать десятки мизансцен и выбрать самую грамматичную. Конец эры невозможного. Marble и High Temp 3D. И тут закономерный вопрос. Окей, красивые кадры — это круто, а где настоящий контроль камеры, где 3D? Вот здесь, друзья, аргументы скептиков начнут сыпаться быстрее всего. Мы переходим от генерации пикселей к генерации пространств, и это меняет все. Когда у вас появляется пространство, вы начинаете мыслить как оператор. Не выбираю кадр из лотереи, а ставлю камеру, выбираю оптику, двигаюсь в сцене. Я уже начал тестировать Marble World Labs и Hightem 3D. Суть простая. World Labs подобные решения двигают нас к пространственному интеллекту. Когда по описанию строится сцена, с которой можно работать камерой, облетать, менять фокус, делать наезды, отъезды, как будто вы на площадке. Не всегда идеально, но тренд очевиден. Контроль будет расти быстрее, чем многие успевают перестроить мышление. Hightem 3D и похожие системы решают боль персонажей, стабильность формы, меньше галлюцинаций в анатомии, больше управляемости. Это еще не полноценный студийный риггинг на 100%, но это уже тот уровень, на котором одиночка получает то, что раньше было закрыто за дверями студий. В этом фильме я использовал стандартный стэк Seedream, nano-banana, Kling. И даже этого хватило, чтобы за небольшие деньги получить картинку, которая ощущается дорого. Но представьте то, что будет, когда этот слой пространства и контроля персонажей станет таким же бытовым, как сегодня цветокор. Вы будете не просто генерировать, вы будете снимать внутри созданного мира. Раньше, если у вас была идея уровня «Властелин колец», вы были обречены. Нужны были бюджеты и благословения студий. Сегодня вам нужен ноутбук, вкус и дисциплина. Граница между одиночкой и большой студией стирается. И это пугает старую школу, потому что их эксклюзивный доступ к магии становится доступным всем. И чтобы вы не утонули в океане инструментов, начните с одного. Сделайте одну сцену на 10-15 секунд. Мир в одном генераторе, детализация во втором, движение в третьем. Я собрал AI Filmmakers Toolkit. В Телеграме промпт-пак, настройки, пошаговая карта, workflow и список того, что реально экономит время. Ссылка в описании. И еще я добавил ссылку на нашу телеграм-группу. Это не чатик, это цех. Вы выкладываете первые работы, получаете честный фидбэк, обмениваетесь секретным соусом и не чувствуете себя одиночкой. Плюс там будет раздел заказы.
Бренды уже ищут ИИ-создателей, потому что не хотят платить десятки тысяч за ролик. Кому нужен специалист, найдет. Кто уже умеет, возьмет первый заказ. Личное послание Эрику. Эрик, если ты или твои ребята это смотрят, привет из нового мира. Я искренне уважаю твой талант и путь. Твои 10 тысяч долларов – честная цена за опыт, насмотренность и годы практики. Ты настоящий артист. Но как мне кажется, ты ошибаешься в одном. Твои видео создали иллюзию, что ИИ – это тупик. Ты показал фрилансера за 10 долларов и тем самым сказал, вот потолок за эти деньги. А я сделал фильм за сравнимые деньги на генерацию, без локаций, без камеры Red, без команды. Это не лотерея, повезло, не повезло. Это режиссерская работа с новым инструментом, где решает вкус, отбор и постановка. Да, мой дракон не идеален. Если включить внутреннего критика, найдутся огрехи. Но посмотри на это глазами продюсера и зрителя. Людям нужна эмоция и история, а не отчет о том, сколько часов рендерится хвост. Разрыв между сегодня и через несколько месяцев в этих инструментах – это уже не годы, как раньше. Я не прошу тебя согласиться, я зову к диалогу. Разбери мою работу, покритикуй, разнеси по делу. Это будет самый полезный разговор между профи и энтузиастом в этом сегменте YouTube. А вам, друзья, спасибо, что вы здесь. Вы те, кто верит в идеи раньше, чем они становятся мейнстримом. В ближайших выпусках я покажу тесты с Marble и Hytane 3D. Будем учиться строить 3D миры и управлять персонажами так, будто у нас студия в кармане. Забирайте тулкит в Телеграме, вступайте в группу, кидайте работы, я очень хочу их увидеть. Подписывайтесь, жмите колокольчик и помогите этому видео долететь до тех, кто все еще думает, что ИИ это дешевая замена. Это не замена, это ускорение. И напишите в комментариях, что разобрать первым, Marble или Hytane, или подробнее Nano Banana. Я читаю каждый коммент. Всем пока, увидимся в будущем, которое стоит около 10 долларов, но ощущается как блокбастер.